Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика» и «Инфо» Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Словакия получает через Венгрию 277 тысяч кубометров в час российского газа. С 1 февраля в это время Украина начала наращивать импорт газа из Венгрии и Словакии. В чем логика отказа от транзита, если Украина по-прежнему сидит на российском газе? Битый не битого везет. И тут накануне МИД Украины заявил, что США могут заполнять украинские хранилища газом, что будет гарантией энергобезопасности ЕС. Александр, что там происходит? Итак, Соединенные Штаты не занимаются поставками газа. Это первый момент, который мешает им наполнять подземные хранилища газа на Украине. Еще раз, я сейчас делаю вид, как будто я серьезно отношусь к этому заявлению. Второй момент. Заполнением подземных хранилищ зачастую занимаются вообще не те компании, которые импортируют газ, точнее, которые, даже неправильно сказал, которые экспортируют газ, вот так будет точнее, то есть, которые завозят газ в Европейский Союз. Кстати, эти компании, импортер и экспортер, может в целом совпадать, как-то неудивительно. Ну, могут быть разные юридические лица, но где-то там вот наверху, когда эта пирамидка собирается, вот наверху этой пирамидки оказывается одна конкретная компания, для которой вот эти юридические лица – это аффилированные лица или же просто дочерние предприятия. Вот, теперь после того, как мы это разобрали, что Штаты никуда ничего не везут и закачкой газа зачастую занимаются вообще не экспортеры, мы должны пояснить, а кто же этим занимается, кто это все поставляет. Ну, во-первых, в Европу американский газ завозит компания Total. Крупнейший на данный момент держатель пакетов, что-то очень много пакетов развелось в нашей жизни. Так вот, крупнейший держатель пакетов экспортных контрактов, точнее контрактов с американскими заводами по производству сжиженного природного газа. Американские заводы по производству сжиженного природного газа вообще не имеют никакого отношения, как правило, к тем компаниям, которые занимаются поставками. Есть ряд исключений, кстати, в качестве наиболее яркого исключения такого рода. В качестве наиболее яркого исключения можно как раз-таки компанию Total привести, но мы сейчас не про Соединенные Штаты на самом деле говорим, а про представление простых, знаете, таких вот сермяжных чиновников с Украины о том, как осуществляются поставки газа. Итак, есть заводик. Как правило, этот заводик не имеет отношения к добывающим компаниям в Соединенных Штатах, и он не имеет отношения к экспортирующим компаниям, потому что, по большому счету, этот заводик просто обеспечивает сжижение газа, отдает этот газ, заливая его в газовоз, то есть метановоз, если кому-то так больше нравится, то есть танкер, перевозящий сжиженный природный газ. И после этого этот завод к данному грузу не имеет никакого, абсолютно никакого, совершенно никакого отношения. Можно найти ряд исключений, но они настолько несущественны для нашего рассказа, что я их предпочту сейчас игнорировать. Итак, вот Total, у которой крупнейший этот самый экспортный пакет, крупнейший пакет контрактов с американскими заводами. Далее идет компания BP, компания Shell, ну и еще ряд игроков, в том числе польских игроков, португальских игроков, итальянских игроков, если мы говорим про места прописки этих самых компаний. Вот, например, компания Орлен, польская компания Орлен, поглотившая не менее польскую компанию Пгник. Ну вот, компания Орлен имеет ряд контрактов с американскими заводами на этот самый сжиженный природный газ. Она может взять этот газ, привезти его в Польшу, регазифицировать, поставить потребителям. Может не везти в Польшу чисто теоретически, а поставить куда-нибудь еще. Компании, которые занимаются хранением газа, это могут быть как крупные импортеры. Компания Total в данном случае может выступать и как экспортер газа, и как импортер газа. В общем, опять же, в зависимости от того, на какое юридическое лицо мы будем пристально смотреть. Вот. Но по большому счету компания Total завозит, продает кому-нибудь. Это может быть тоже какое-нибудь подразделение компании Total, которое закупит этот самый газ. Это не какая-то, знаете, не какой-то схематоз, это просто обычный порядок работы. И дальше этот газ куда-нибудь девает. Либо продает крупному потребителю, либо отправляет на хранение. А может быть, вы небольшая частная компания,
Тоталь тоже частная компания, просто большая. А вот вы небольшая частная компания. Вы занимаетесь тем, что вы летом берете этот самый газ, закачиваете его в ПХГ и продаете газ зимой, когда он дорожает. Каким образом? В этой схеме можно увидеть Соединенные Штаты Америки. Никоим образом. Их нельзя тут увидеть. Просто сделать громкое политическое заявление, что, мол, мы сейчас, вот Штаты, вот они... Штаты ничего не привозят. Что касается, с чего мы там начали? С того, что через Словакию туда идет, да, ну что ж, через Словакию, да, туда идет газ. Я напомню, что Украина в лице, опять же, своих мудрых чиновников в 2023 году заявляла, мы в этом году выйдем на полное самообеспечение по газу. В начале 24-го не получилось. В начале 24-го года мы выйдем на полное самообеспечение по газу. Не получилось. А сейчас, видимо, даже не подразумевается, что что-то получится, да? Ну, видимо, да. На момент, когда опубликовалась последняя статистика на эту тему, в подземных хранилищах газа Украины было примерно 3,5 миллиарда кубических метров. Это по итогам первых 5 недель текущего года, 2025. Ну, соответственно, мы записываем этот ролик в конце уже 6-й недели, поэтому при существующей динамике отбора газа там должно быть уже ближе к 3 миллиардам кубических метров. И тут главный вопрос, как долго продлится отопительный сезон? Просто вот банальный вопрос, который, ну, на самом деле фундаментальный и наиболее банальный из всех возможных. Как долго надо будет вот это, отбирать газ из подземных хранилищ? Ведь импорт газа, он не в полной мере может покрыть внутреннее потребление. Это, во-первых, внутреннее потребление в сезон высокого спроса, к которому относится, собственно, отопительный сезон. То есть это, во-первых. Во-вторых, извините, сбился. Так вот, во-вторых, а что это они импортировать-то начали сейчас? Импортировать они сейчас начали точно так же, как они импортировали до этого. Просто до этого импорт был виртуальный, а теперь они реально импортируют. Они теперь реально закупают газ и физически его закачивают на свою территорию. Откуда-то там. Со стороны Венгрии, Словакии, вообще не важно на самом деле. Важно, что это физический объем, который приходится завозить, ну или точнее закачивать в газотранспортную систему Украины. Раньше импорт тоже был, но был виртуальным, то есть по трубе шел газ, предназначающийся какому-то иностранному покупателю российского газа. Этот покупатель российского газа подписывал контракт с каким-нибудь «Нафтогазом». Не обязательно, кстати. Может быть, какая-нибудь компания «Эра» в этой схеме присутствовала. Неважно, как называется украинская компания. В общем, подписала она контракт. Газ номинально выходил с территории Украины и тут же на территорию Украины возвращался. Физически этот газ отбирался прямо из трубы. Ну, условно говоря, из трубы. То есть он физически территорию Украины не покидал. Теперь эта схема не работает. Собственно, о чем мы и говорили в 2024, 2023 году и ранее, когда, в принципе, обсуждали возможности прекращения транзита. Мы сейчас выносим за скобки вот этот вот скользкий и, мягко скажем, странно пахнущий вопрос о, знаете, моральной стороне вот этой всей прокачки. Просто пока вот вынесли за скобки. Вот где-то там этот вопрос находится. Мы обсуждали чисто физически, как это может быть, какие последствия могут быть. Ну, вот такие последствия могут быть. Вам придется импортировать газ физически. Раньше это было виртуально от тех же самых поставщиков. А теперь физически. И это не первый раз происходит. При большом русофиле, ну, как это выяснилось после 2014 года, я вот не знал до 2014 года, а вот после 2014 года сразу выяснилось, русофиле Януковича вот в 2012 году происходил вот такой физический импорт газа. Проверили в реверсном режиме, можно ли газовый вот этот реверс осуществить. Вы знаете, да, смогли. То есть чисто технически это можно сделать. А учитывая, что потребление газа с 2014 года, точнее даже с 2013 года, вот прям в чистом виде потребления до Майдана, с 2013 года потребление газа на Украине сократилось, ну, более чем в 2 раза. Тогда было 45 миллиардов кубов, сейчас,
ну, едва дотягивает до 20 миллиардов кубов. Да, понятно, территория изменилась, количество потребителей изменилось, и население, и промышленность, и электрогенерация. В общем, все немножечко изменились за это время. Вот. Но для нас важны здесь физические объемы. Более чем в 2 раза сократилось потребление. А это значит, что в значительной степени Украина действительно удовлетворяет свой спрос за счет своей добычи. Своя добыча там где-то 19,3 миллиарда кубических метров, в зависимости от того, как развивается ситуация в Харьковской области, как развивается ситуация в Сумской области, как развивается ситуация еще в ряде областей. Вот. Но, тем не менее, где-то вот под 19 миллиардов кубов на территории подконтрольной Киеву добывать можно. Добывают, поставляют. Не хватает, приходится импортировать. Опять же, когда мы говорим про ПХГ, мы должны понимать, что ПХГ – это часть цепочки, это не какой-то краеугольный камень, вокруг которого все пляшут и говорят: боже мой, вот ПХГ, вот только бы в них все закачать. Нет. ПХГ – это часть цепочки производственной. Притом это часть производственной цепочки, в которой, кроме украинских компаний, имеют интересы еще и западные компании, которые, если вдруг все хорошо, могут заказать хранение газа в этих ПХГ, потому что там это немножко, но дешевле. Соответственно, ваши расходы на хранение будут ниже. Заработать при прочих равных условиях вы сможете больше. Но если риски возрастают, то желание хранить газ на территории Украины резко сокращается. А если еще и происходят какие-то внеплановые ремонты газотранспортной инфраструктуры, которая обеспечивала как закачку газа, так и его транспортировку по территории Украины и за территорию Украины, и из-за границы на территории Украины, то тем более сокращается желание что-либо хранить на территории Украины. Может ли при этом американская администрация подписать какой-нибудь меморандум о газовой помощи Украине? Может. Просто вопрос в том, что меморандум – это документ, ни к чему не обязывающий. И в этом смысле подписать ни к чему не обязывающий документ можно, а осуществлять какую-то закачку газа в ПХГ Украины – зачем? С какой стати? Кто это будет делать? Более того, даже механизма такого нет, с помощью которого государство Соединенные Штаты Америки может сказать: ребята, продавайте. И тут, завершая эту мысль, я замечу следующее. Конечно, некоторые деятели из руководства Соединенных Штатов, знаете, был один такой вице-президент при Бараке Обаме, потом был такой президент после Трампа №1. Вот у него был сын, вроде до сих пор есть. У этого сына были какие-то интересы в газовом бизнесе. Если вот так к этому подходить, то, возможно, глядя на уже существовавшие схемы, данные персонажи думают: ну смотрите, там же рука руку моет, все нормально. Они сейчас скажут, они закачают. Так нет, дорогие друзья, так это не работает. Вы-то хотите, чтобы это было вам на пользу, чтобы у вас какой-то щит, простите, был, защищающий вас. Вот, то есть газочек закачали Штаты. Вы ж не будете ломать инфраструктуру, если там американский газ находится. Вы что-то такое хотите получить. А в реальности, дорогие друзья, вот в окружающей нас реальности, на вас тогда просто зарабатывали. И не надо, знаете, как в анекдоте, путать туризм с эмиграцией, и не надо путать ситуацию, когда на вас зарабатывают, с ситуацией, когда вы хотите на тех же людях фактически заработать. Нет, так это в эту сторону это не работает. В обратную, когда на вас зарабатывают, работает. В обратную нет. В обратную они не согласятся. На сегодня, дорогие друзья, все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра. Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Как называется телеграм-канал Александра? Нефтегазовая игра. И на телеграм-канал Инфотек тоже, если можно, подпишитесь. Я думаю, вам не сложно, мне приятно. На сегодня все. Всего хорошего.